Здравствуйте, друзья! Сегодня 31 октября 2024 года. С вами Валерий Табаков. Тема сегодняшней беседы – выборы в США и их последствия для Украины. Речь пойдет о Техасе, ублюдках, миграции и, естественно, об Украине. Очевидно, что многих из вас интересует выборный процесс в США и конкретно результаты предстоящих выборов президента Соединенных Штатов, назначенных на 5 ноября этого 2024 года. Все дело в том, что от результатов этих выборов зависит то, какую стратегию в своей войне с Россией выберет украинский народ. Именно поэтому всех нас интересуют эти выборы, а не потому, что США являются хозяином Украины, как об этом заявляют пропагандистские российские хрюкатели и их зомбоподсвинки, или по каким-то иным конспирологическим причинам. Одной из главных проблем предстоящих выборов президента США является проблема увеличения нелегальной иммиграции через южную границу с Мексикой, которая выросла до такой степени, что превратилась в настоящий миграционный техасский кризис. Тема техасского кризиса звучала на предвыборных дебатах Камалы и Трампа. Тема техасского кризиса явилась той причиной, из-за которой провалилось украинское контрнаступление 2023 года. Тема техасского кризиса – это то, что, по заверениям Трампа, сделает Америку снова великой, как бы ни нелепо это может звучать для необработанного манафортовской предвыборной технологией уха. Неужели закрытие техасско-мексиканской границы позволит Америке вернуть былое величие, утраченное в процессе вывода войск США из Афганистана и отдавшего эту страну на растерзание талибам, запретившим женщинам разговаривать в общественных местах? Или все же здесь дело совершенно в другом? Может, проблема кроется в пуэрториканском биомусоре или в несчастных домашних животных, которых, по утверждению Трампа, поедают обосновавшиеся в Техасе нелегалы, депортацию которых планирует Трамп? Нет. Нет и еще раз нет. Почему нет? Ответ на этот вопрос не столь конспирологический, как это на первый взгляд может показаться. Ответ этот неожиданный и одновременно тривиальный. Тривиальный, но до безобразия. Ответ на этот вопрос нам открыл, или точнее приоткрыл, ближайший соратник Трампа, мультимиллиардер Илон Маск. Что? Как он это сделал? Да очень просто. Он, то бишь Илон, претендующий на пост министра в правительстве Трампа, совсем неожиданно или довольно предсказуемо уже начал действовать. И действовать так, как будто мигрантов в Техасе уже нет. Так, как будто Дональд уже одержал победу. И так, как будто бы он, Илон, уже сделал первый шаг по направлению ревозвеличивания Америки. И что же это за шаг? Это, друзья, недавняя покупка Маском огромного поместья площадью 1338 квадратных метра и стоимостью $35 миллионов, на котором размещены 3 особняка. Это поместье Маск купил, для кого бы вы думали? Для несчастных мигрантов, которых хочет депортировать из Техаса Трамп? Нет. Это поместье претендент на министерское кресло в правительстве Трампа купил для своих 11 детей, которых он неофициально наплодил от 3 матерей. И теперь в Техасе будут жить не какие-то там
мигранты-латиносы, а внебрачные дети Маска. Так вот, оказывается, в чем состоит будущее величие Америки по Трампу. Это величие, оказывается, состоит в том, чтобы освободить жизненное пространство для внебрачных детей Маска и, возможно, для 5 детей претендента на пост президента США Трампа. Но разве могут жить дети американских мультимиллиардеров по соседству с мигрантами? О боже! Неужели да? Нет. Маск решает эту проблему просто. Хочешь иметь детей от Маска? Если да, то просто возьми у Маска сперму, которую он направо-налево раздает всем желающим, наплоди от этой спермы детей, и тогда, при условии победы Трампа на выборах 2024, эти дети после депортации мигрантов смогут жить на освободившейся территории Техаса в роскошных особняках, построенных в стиле домов итальянской Тосканы. Конечно, ситуация нетрадиционная, но вполне логичная. Просто Маску, Трампу и другим мультимиллиардерам нужны земли Техаса, свободные от мигрантов, для проживания их многочисленных детей. А вина мигрантов состоит просто в том, что они, не являясь детьми мультимиллиардеров, хотят жить на техасской земле. И если принять во внимание высказывание Трампа о том, что мигранты отравляют кровь США, то вполне обоснованно тактику Трампа и Маска можно квалифицировать как расизм. Что еще стоит в связи с этим отметить? Так это то, что именно в расизме Трампа обвинил предвыборный штаб Байдена. А Камала Харрис в интервью новостному агентству CNN назвала Трампа фашистом. Естественно, для реализации своей тактики использования земель Техаса американским мультимиллиардерам нужен мандат от американского народа. Но сделает ли эта тактика депортации мигрантов и заселения на освободившуюся территорию внебрачных детей американских мультимиллиардеров Америку великой? Ой-ой. Что же касается Украины, то именно вопрос реализации трамповской политики в отношении мигрантов был тем клапаном, который перекрыл поток военной помощи Украине. Этот клапан был закрыт в течение 9 месяцев и стоил Украине десятки тысяч человеческих жизней. Но что стоят жизни украинцев по сравнению с жизнями внебрачных детей Маска и других американских мультимиллиардеров для американцев? Для сторонника Трампа, комика Хинчклифа, например, Пуэрто-Рико – это плавучий остров мусора. И лишь демократы выступили против демонизации латиноамериканцев и сравнения их с мусором. Интересно, не считает ли Трамп островом мусора Украину, разрушенную Путиным и покрытую трупами? Чем для Трампа Украина лучше, чем Пуэрто-Рико, а украинцы лучше латиноамериканцев? Победит ли в Америке расизм? Победят ли простых американцев партия внебрачных детей Маска? Неужели Великая Америка – это Америка внебрачных детей мультимиллиардеров? Ответы на эти и многие другие вопросы интересуют как украинцев, так и простых американцев, а также многих других жителей планеты Земля. И эти ответы, друзья, мы с вами узнаем 5 ноября этого 2024 года. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, лайкайте, распространяйте это видео, пишите комментарии. До новых встреч!
С вами был Валерий Табаков.